Вот гуляешь по Риге, и кажется, что все здесь дышит гармонией. Парки, каналы, бульвары, фасады. Все красиво, все на своем месте. Но потом ловишь себя на мысли. А кто все это придумал? Кто так спланировал этот город? Ведь Рига когда-то была совсем другой. Крепость с бастионами, пушками и рвами. Сегодня от них почти ничего не осталось. Зато осталась история двух людей с одной фамилией – Фельска. Один переписал план города, второй наполнил его зданиями. Их следы повсюду, даже если вы об этом не знаете. А еще в этом ролике я расскажу, где в Риге спрятан кусочек британской земли, что у нас общего с Веной и как можно превратить личную обиду в архитектурную легенду. Вы на канале The Amos Chronicles, меня зовут Ольга, и мы начинаем. Эта история начинается здесь, на большом или бывшем немецком кладбище Риги, у семейной могилы Фельска. О детстве Иоганна Даниэля Фельска известно немного. Его отец, Иоганн Якоб Фельскау, родом из Кёнигсберга, приезжает в Ригу простым каменщиком в 1805 году. Мать Тереза Луиза Хейдеман, уроженка Курляндии. Они венчаются в 1809 году в Риге в церкви Святой Гертруды, а в 1813 году у них рождается сын Иоганн Даниэль. Фельска растет среди кирпичей и камней. Его крестный – главный городской строитель Иоганн Даниэль Готфрид, первый учитель мальчика. Юный Иоганн с детства помогает на стройках, а вечерами учится рисованию и черчению у губернского архитектора. В 19 лет, сдав экзамен, он получает диплом мастера-каменщика и отправляется в долгие путешествия – Кёнигсберг, Варшава, Познань, Берлин, Любек. Фельска видит великие города, учится у европейских мастеров, впитывает дух архитектуры. Осенью 1835 года он поступает в Датскую Королевскую академию изящных искусств в Копенгагене. Учится у лучших профессоров своего времени и через 5 лет заканчивает обучение и возвращается в Ригу. Иоганн Даниэль Фельска – первый рижанин с немецкими корнями, получивший академическое образование в области архитектуры. Через 20 лет по его стопам пойдет Янис Бауманис и станет первым латышским академически образованным архитектором. Видео о нем тоже есть у меня на канале, ссылка в описании. В 1843 году Фельска становится помощником главного мастера-строителя города, а через год после смерти своего шефа в возрасте 31 года занимает его место. Первым важным заказом на новой должности становится реконструкция старого здания ратуши, которое стало тесным и неудобным. Фельска не просто подлатает фасад, он кардинально пересмотрит облик ратуши. За 2 года работы здание получает 3-й этаж, что сразу делает его выше, солиднее, как полагалось зданию городской власти. Фельска убирает лишний декор, упрощает силуэт, ратуша выглядит строже, но благороднее. Такой стиль в духе времени, без излишеств, четко и рационально. Благодаря перестройке здания становится более просторным. Туда заезжают новые городские службы. Это была не просто реконструкция, это был пример того, как можно обновить историческое здание с уважением к его сути. И хотя во Вторую мировую ратуша была разрушена, сегодня мы видим ее восстановленную версию, уже 21 века, сделанную по старым чертежам, в том числе с учетом тех самых решений, которые когда-то предложил Фельска. До наших дней сохранились отдельные детали отделки ратуши. В частности, скульптурные фрагменты фронтона в советское время содержались в музейном экспозиции церкви Святого Петра. Чудом сохранилась в оригинале скульптура богини правосудия Фемиды, которая украшала фронтон исторической ратуши с 1757 года. Сейчас в здании заседает Рижская городская дума. У входа в ратушу находится большой ключ от города. Интересный факт. С 16 века в ратуше каждый час на балконе появлялся городской музыкант, который играл мелодию, оповещая наступление нового часа. И сейчас эта традиция поддерживается. Каждый час карельоны исполняют разные мелодии. Вот прислушайтесь.
Ратуша вместе с домом Черноголовых и шпилем церкви Святого Петра образует историческое ядро Ратушной площади, центра общественной жизни Риги. В 1849 году Иоганн Даниэль Фельска берется за серьезный проект – реконструкцию колокольни церкви святого Иоанна, главного храма латышского лютеранского прихода. Старая башня сильно пострадала во время бури и буквально разваливалась. Она стала опасной для прихожан. Фельска спроектировал новую колокольню в неоготическом стиле. Он точно почувствовал пропорции храма и вписал башню так, что она выглядела естественным продолжением здания. Эта работа стала дипломным проектом для получения степени в Петербургской академии художеств. Уже в 1851 году он отправляется в Санкт-Петербург и официально получает звание художника архитектурного искусства. Это было важно. За границей он учился, но в Риге диплом датской академии мало кого впечатлял. Теперь у него был статус признанный и в столице. С этого момента он начинает подписывать документы не как мастер-строитель, а как первый в истории Риги официальный городской архитектор. Колокольня церкви Иоанна и сегодня остается частью узнаваемого силуэта Старой Риги. Это одна из тех деталей, с которых началось преображение города и первый настоящий штрих архитектора, который изменил Ригу. В первой половине XIX века Рига была типичным городом-крепостью. Вокруг валы, бастионы, рвы с водой – все это разделяло город на две части. Тесный внутренний центр с 15 тысячами жителей и пригород с населением в четверо больше. Строительство вне крепостных стен было ограничено, а внутри места просто не хватало. Чтобы построить новое здание, нужно было снести старое. Каменные дома в предместьях запрещались, на случай войны их собирались поджигать. Эти архаичные правила мешали Риге развиваться. К 1850 годам на фоне стремительного промышленного роста стало очевидно – город должен меняться. В 1856 году Рига перестает быть военной крепостью. Император Александр II снимает с города этот статус. Бастионы и валы, которые стояли веками, начинают сносить. И вот прямо у границ старого города появляются огромные свободные пространства. Это момент, когда Рига получает шанс на новое будущее. Городская управа сразу реагирует. По инициативе бургомистра собирается специальная комиссия. Ее задача придумать, что делать с этой ценной землей. Решение амбициозное. Вместо укреплений – здания для власти, культуры и образования. А старый крепостной ров превратить в красивый канал с водой и зеленью по берегам. Новый проект реконструкции поручают главному архитектору Риги Иоганну Даниэлю Фельска и инженеру Отто Дитце. Они предлагают не просто снести укрепления, а превратить это пространство в сердце нового города. В 1857 году Фельска представляет план – объединить старый город с предместьями, создать новое центрическое пространство, где ключевую роль играет широкая улица с круглой площадью посередине. Туда звездообразно сходятся улицы из разных районов. Вокруг аллеи, прямые улицы и зеленый пояс, обнимающий старый город. Новый план города, как вы видите, наложен на старый, и здесь видны места расположения старых крепостных сооружений. На месте бывших валов формируются не только бульвары, но и новые городские здания. Театр, газовая фабрика, здание немецкого стрелкового общества. Это все часть нового плана – сделать Ригу современной, красивой и удобной. В районе будущих бульваров начинают строить жилые кварталы. Действуют четкие правила. Только каменные дома, не выше 6 этажей. Фасады строго на улицу. Заводы и склады здесь запрещены. В 1858 году власти отменяют запрет на каменное строительство в предместьях. Рига расширяется. Появляются красные амбары, стильные и функциональные здания из красного кирпича. Для развития торговли проектируют портовый бассейн, складскую зону и первый в истории города железнодорожный вокзал. Сюда же прокладывают пути, подъездные линии. К 1863 году крепостные валы окончательно исчезают. На их месте новые улицы, липовые аллеи, расширенный Верманский сад и бастионная горка, созданная из остатков старых укреплений. Бульварное кольцо, задуманное Фельской и Дитце, становится не просто городской схемой, а символом Новой Риги.
просторной, логичной, европейской. Это один из самых передовых градостроительных проектов своего времени, и он действует до сих пор. Кстати, похожие перемены в то время происходят и в других европейских городах. В это же время в Вене тоже сносят старые укрепления и строят знаменитую Рингштрассе – имперский бульвар с музеями, театрами и парламентом. А в Брно в 1860-х годах появляется кольцо городских бульваров на месте бывших крепостных валов. Один из самых выразительных проектов Иоганна Даниэля Фельска – англиканская церковь Святого Искупителя. Ее строят в 1855-59 годах прямо на берегу Даугавы. Это редкий для Риги пример английской неоготики. Стрельчатые окна, строгие формы, фасад из красного кирпича. Особое значение имел символический жест. Для строительства церкви из Британии привозят кирпич, песчаник и даже землю для фундамента. Храм буквально стоит на британской земле. Ради строительства по решению городских властей срывают старый Павловский бастион. И это снова работа Фельска. Он превращает бывшую оборонительную зону в пространство духовности и открытости. Проект идеально отразил дух времени и уважение к англиканской общине. Церковь строили для британских моряков, которые активно селились в Риге с конца XVIII века. Кстати, впереди здание бывшего английского клуба. О нем я рассказала в ролике «Бокслов. Рижские издания кинозвезды и их автор». Ссылка на экране и в описании этого ролика. Как и многие другие храмы, в советское время церковь была закрыта. Здесь было и общежитие, и библиотека, и даже студия звукозаписи из-за великолепной акустики. Только в 1992 году церковь вернули англиканской общине, и сегодня, спустя 160 лет, здание, созданное рукой Фельска, продолжает жить в службах, концертах, вечерах медитации. Это не просто архитектура, это пример того, как архитектор может построить не стены, а пространство для культуры и веры. Еще один пример храма, на этот раз для немецкой общины – церковь Святой Гертруды. Церкви на этом месте стояли веками, только представьте, их было целых 7, и все они были деревянными. Но именно Иоганн Даниэль Фельска дал ей ту форму, которую мы видим сегодня. В 1864 году он не просто проектирует новое здание, он заново осмысляет духовный центр целого района. Архитектор, уже прославившийся в Риге, подходит к задаче, как всегда, с точным расчетом, чувством стиля и уважением к месту. И это неудивительно, ведь старое здание церкви неразрывно связано с историей в его семьи. Там венчались его родители и крестили самого Иоганна Даниэля. Церковь Святой Гертруды, покровительницы странников, выросла на восьмиугольной площади и с тех пор стала архитектурной доминантой. Фельска выбирает эклектику с акцентом на неоготику. Красный кирпич, стройный шпиль, бетонные декоративные элементы – все продумано до мелочей. Даже фиалы – это такие башенки, украшающие фасад, были отлиты в бетоне. Тогда это считалось технологической новинкой. Высота шпиля – 63 метра. Это почти на 20 метров выше, чем у англиканской церкви. Внутри – крестовые своды, трехнефная структура, мощное, но светлое пространство. Церковь освящают в 1869 году, а чуть позже появляется орган, один из лучших в городе. И до сих пор церковь Гертруды остается местом силы. Но главная ее сила в точности и таланте архитектора, который сумел превратить память о сгоревших храмах в монумент живой веры. В 1862 году на месте бывшего Яковлевского Равелина появляется нечто совершенно новое для Риги. Это первая городская газовая фабрика. Проект комплекса разрабатывает немецкий инженер Адольф Кюннель, а архитектуру, весь облик здания, создает Иоганн Даниэль Фельска. И снова Фельска показывает, на что способен. Фасад завода выглядит как настоящий средневековый замок. Зубчатые стены, башенки, готические фронтоны. А два больших газгольдера по бокам напоминают донжоны, башни, как в старинной крепости. Казалось бы, это просто фабрика, но с такой подачей она стала настоящим украшением города. В техническом плане все было тоже впечатляюще. Завод производил из угля почти 6000 кубометров газа в день. И по чугунным трубам длиной 28,5 километров газ шел к 678 фонарям по всему городу.
Именно тогда Рига впервые по-настоящему засияла по ночам. Город рос, и уже к 1871 году мощности завода стало не хватать. Поэтому в 1875 году открывает новый, более крупный завод, но уже в стороне от центра, а старый комплекс постепенно уходит в тень. К началу 20 века его начинают разбирать, частично сносят, частично встраивают в городскую инфраструктуру. Сегодня на входе в комплекс зданий висит табличка Рижского водоканала, и почти никто не вспоминает, что именно здесь работала первая фабрика света обновленной Риги. В самом сердце Риги, на улице Амату, возвышается здание Малой гильдии, памятник архитектуры, воплощающий дух ремесленного братства города, и, пожалуй, самое красивое здание, построенное Иоганном Даниэлем Фельска. С 1864 по 1866 год взамен обветшавшего средневекового строения он возводит новое в стиле английской неоготики. Фасад украшен гербом гильдии с изображением старинного здания и символами ремесленников, а также скульптурой Иоанна Крестителя, покровителя рижских ремесленников. Внутреннее убранство впечатляет. Резные деревянные панели, бронзовые люстры, потрясающие, наверное, самые красивые в Риге витражи с изображениями старейшин гильдии и важных персон города. Кстати, там есть и портрет Фельска, главного городского архитектора. Вот он, смотрите. В настоящее время в здании Малой гильдии работает Рижский центр культуры и народного искусства, где проходят концерты и торжественные мероприятия, продолжая традиции объединения и творчества. В 1868 году Иоганн Даниэль Фельска берется за важную задачу. Он проектирует новое здание Рижской городской гимназии. Это учебное заведение считалось правопреемником Домской школы, основанной еще в средние века, и до сих пор оно является старейшей школой Балтии. Фельска создает здание, которое сегодня радует глаз. Легкий изящный фасад, в котором сочетаются элементы разных архитектурных стилей. Основа – неоренессанс. Это был один из любимых стилей для учебных заведений того времени. Он ассоциировался с наукой и просвещением. Но Фельска добавляет и прусский рундбоген-стиль, или стиль полуциркульных арок. Он был очень популярен в те времена в Германии. Получается очень гармоничный ритм. Повторяющиеся формы создают ощущение порядка и спокойствия, что как раз и нужно для школы. В этом проекте видно, как Фельска умел сочетать классику и современность, строгость и красоту. Он создал не просто учебное заведение, а архитектурный символ эпохи, живой, сдержанный, умный. Кстати, эту школу закончил Янис Райнис, знаменитый латышский поэт, и теперь она находится на бульваре его имени. А памятник поэту виден из окон школы. Первая гимназия не единственная школа, которую спроектировал Фельска. Спустя несколько лет ему поручают проект еще одного учебного здания, на этот раз для будущего реального училища. Так появляется вторая Рижская гимназия, здание, которое Фельска спроектировал в 1876 году. Эта школа с самого начала задумывалась как современное учебное заведение с упором на математику, естественные науки и технику. Рига росла, городу нужны были инженеры, техники, специалисты. И Фельска создает для них пространство, в котором все работает на обучение. Здание получилось основательным, но не тяжелым. Эклектичный фасад в стиле неоренессанса, повторяющиеся арки – все сбалансировано. Статуи Гермеса, бога торговли, и Афины, богини мудрости и покровительницы ремесел и промышленности, выполнил знаменитый рижский скульптор Август Фольц. Ссылка на мое видео о нем на экране и в описании к этому ролику. А позже, в 1918-м, мужскую и женскую школу объединяют, так появилась та самая вторая. За годы из этих стен вышли будущие ученые, инженеры, артисты, деятели культуры. Например, Сергей Эйзенштейн, режиссер знаменитого фильма «Броненосец Потемкин». Гимназия, задуманная как школа будущего, и сегодня остается важной частью образовательной карты Риги. И все это благодаря Фельска. Он умел не просто строить красиво, он строил с пониманием для людей и надолго. Иоганн Фельска также автор проектов больниц, богоделен и жилых домов. Например, дом на Елизабета 49, построенный в 1870 году. В нем он проживал с семьей.
Сейчас здание в плачевном состоянии, его очередной раз продали. От былого величия остались лишь витражи и немного скульптурного декора. Или на улице Антониас 2 1879 года постройки. Это бывшая вилла богатых торговцев, владельцев первого в Риге универмага, разрушенного во время Второй мировой. Сейчас в особняке находится консульство России. Звание главного архитектора Риги давало ему не только профессиональное признание, но и статус госслужащего. По документам видно, что со временем его повысили до титулярного советника. Это уже чин, сравнимый с офицерским. А еще его наградили орденом Святого Станислава и орденом Святой Анны. Эти награды тогда давали и личное дворянство, правда, не передающееся по наследству. Но для человека, который начинал как простой каменщик, это был серьезный рост. В 1879 году, после 35 лет службы, Фельска уходит с поста главного городского архитектора, передав его другому прославленному уссурийскому строительному мастеру Рейнгольду Шмелингу. Скончался Иоганн Даниэль Фельска 7 октября 1902 года в возрасте 89 лет. Карл Иоганн Фельска появляется на свет в 1844 году, и это становится радостным событием в семье. Отец, Иоганн Даниэль, уже признанный архитектор с постоянной работой и хорошим доходом, а главное, он только что получил должность главного архитектора Риги. Так что Карлу с детства создают все условия – гувернантки, бонны, уроки, все по высшему разряду. Позже он сможет позволить себе учиться там, где захочет, и будет учиться с увлечением. Сразу после окончания школы Карл Фельска несколько лет работает с отцом бок о бок на его проектах, а потом едет учиться. Сначала в архитектурную школу в Зигене, это в Вестфалии, Германия, а потом в знаменитую Берлинскую академию архитектуры, где практикуется у известных немецких архитекторов Германа фон дер Худе и Юлиуса Хеннике. А в 1866 году поступает в Императорскую академию художеств в Петербурге, где получает звание свободного художника. По возвращению в Ригу сразу начинает работать в городском управлении, инспектирует стройки. С 1875 по 1887 год Карл Фельска – ассистент профессоров Коха, первого декана архитектурного факультета, и Хильбега, автора самого здания Рижского политехникума. Настоящая архитектурная школа и в теории, и в практике. Портрета Карла Фельска, к сожалению, не сохранилось. Но память о нем в кирпиче, в лепнине, в силуэтах домов. После себя он оставил более 115 зданий по всей Риге. Фельска-младший, как и отец, работал в стиле эклектики. Смешивал классику с фантазией, строгость с изяществом. Он прославился прежде всего как мастер доходных и жилых домов. У него нет случайных деталей. Каждый карниз, каждая гирлянда, картуш или маскарон на фасаде, как штрих в ювелирной гравюре. Дом номер 12 на Блаумане заметен издалека. Оранжево-красный фасад, изящная отделка, все проработано до мелочей. А вот по соседству Блаумане 28. Это единственный дом Фельска в стиле модерн или югенстиль. Маскароны, львиные головы, медальоны. Строгая геометрия сочетается с фантазийным декором. Его даже называют домом с химерами. Но и в Старой Риге есть дома Фельска. Многие из них – это перестроенные старые здания, где он сохранял барочные элементы или добавлял свою эклектику. Это, например, Смилшу 12, или Грецинеку 28, или Вагнера 15, Кальтю 18. Их можно не знать по номерам, но вы точно проходили мимо. Эти дома живут, и в каждом кусочек того самого почерка Карла Фельска. Эклектика требовала скульптурные элементы, поэтому Фельска постоянно работал с мастерской знаменитого рижского скульптора Фольца, в котором у меня есть мини-сериал. Во втором эпизоде «Фольц и доходные дома» вы увидите множество домов, построенных Карлом Фельска. Ссылка на ролик есть в описании видео. Рядом с домом Черноголовых, прямо на Ратушной площади, стоит здание с непростой историей. Это дом Швабе.
Изначально скромный домик, который в XIX веке принадлежал виноторговцу Швабе. Потом его купил Эмиль Шмидт, купец, у которого была мечта вступить в братство черноголовых. Ему отказали, и Шмидт решил ответить по-своему. Он заказал перестройку дома Карлу Фельска, чтобы здание не уступало дому черноголовых ни по масштабу, ни по эффекту. Фельска справился блестяще. В 1889-91 годах на месте домика появился целый дворец. Эклектика, модерн, скульптуры, медальоны. Тут выручил Фольц. Над входом каменное лицо самого Шмидта, а ниже, на уровне второго этажа, его монограмма. Это был настоящий архитектурный вызов соседям. Черноголовые злились, даже исключили дом Швабы из своих документов. В 1941 году оба здания сильно пострадали при пожаре. В 1948 году их снесли. Позже дом Швабы восстановили, почти таким, каким его задумали Шмидт и Фельска. Сегодня его фасад по-прежнему говорит о характере и архитектора, и заказчика. Дом Швабы – не просто здание, это история про амбиции, принципы и талант. И про то, как Карл Фельска превратил обиду в архитектуру. Карл Фельска строил не только красивые дома. Он умел работать и с большими масштабами, с промышленными зданиями. В 1895 году по его проекту в Риге строят один из самых крупных заводов того времени – вагоностроительный завод «Феникс», который позже стал Рижским вагоностроительным заводом. Да-да, те самые электрички со знаком РВР. Эх, а в наше время у рижан совсем другие ассоциации с названием «Феникс». Это было мощное предприятие. Здесь собирали товарные и пассажирские вагоны, платформы, разные металлические конструкции. Завод стал настоящим промышленным гигантом. Он давал рабочие места, обеспечивал логистику, поставлял продукцию по всей империи. Но главное, его архитектура была не случайной. Все продумано. Планировка, подъездные пути, фасады цехов. Фельска даже здесь сохраняет стиль. Строго, четко, функционально. Для него завод – это не просто фабрика, это цельная среда. «Феникс» – еще одно напоминание о том, насколько широкий был масштаб у этого архитектора. Он знал, как работать и с фасадом жилого дома, и с целым промышленным районом. А потом пришла Первая мировая. Стройки остановились, заказы исчезли, и активность архитектора почти сошла на нет. В 1918 году Карл умер. Ему было 74. Где он похоронен, точно неизвестно. Возможно, рядом с отцом, в семейной могиле на большом кладбище. Это было военное время, и следы многих людей затерялись. Но его имя осталось. Не в граните памятник, а на фасадах тех домов, мимо которых мы проходим каждый день. Отец и сын Фельска – настоящие титаны рижской архитектуры. По количеству построенных ими зданий в Риге они уступают только архитектору Пекшинсу, и то ненамного. Во время строительного бума конца XIX – начала XX века они оставили после себя сотни домов, большинство из которых сегодня находятся под охраной государства. Вот карта центра Риги. Почти на каждой улице вы найдете здание, к которому приложил руку один из Фельска. Мы снова у семейной могилы. Здесь покоится Иоганн Даниэль Фельска, главный архитектор Риги. И, возможно, здесь же лежит его сын Карл. Они не оставили после себя мемуаров и дневников, только город. Фельска – это не фамилия в энциклопедии. Это улицы, дома, школы, церкви, заводы, которые до сих пор живут своей жизнью. Их здания не кричат, они – часть повседневности. Мы проходим мимо, не зная, чьими руками это создано. Я встретила лишь 2 памятных таблички с именем Фельска. Одна на здании церкви Святой Гертруды, вторая на доходном доме на улице Алунана. Но главное не в табличках. Главное в том, что они построили Ригу, которую мы любим. И пока стоит этот город, стоит их имя. Если вам понравился ролик, поставьте лайк и подпишитесь. Благодарю за комментарии. До новых встреч на канале.